Здравствуйте! Сегодня я покажу вам по-настоящему страшных существ, которых удалось снять на камеру ночью. Давайте начнем. Понятно, что существует много вещей, из-за которых нервничают молодые родители. Но попавшее на камеру жуткое существо, выглядывающее из спальни ребенка, настоящий кошмар. Это видео, загруженное в сеть, может напугать кого угодно. И после его просмотра многие родители начнут верить своим детям, когда те рассказывают про монстра в своей комнате. Хозяева поставили камеры видеонаблюдения на случай, если в дом проникнут воры. Конкретно эта камера стоит в гостиной и направлена в сторону, где расположены спальни. И сначала все вроде нормально. Однако несколько минут спустя камера запечатлела нечто и впрямь пугающее. Из спальни ребенка выглядывает высокий черный силуэт. Его черты трудно разглядеть в темном месте, но кое-что отчетливо видно. Руки у этого существа, если их можно так назвать, висят до колен, а пальцы слишком длинные. Его голова лысая, а глаза, кажется, светятся в темноте. Что бы это ни было, оно появляется в кадре всего на пару секунд, а затем снова уходит в комнату. В описании к этому видео было написано, что родители понятия не имеют, что это за странная фигура. После увиденных кадров родители сразу побежали проверять весь дом, в особенности комнату, где спит их ребенок. Но они ничего не нашли. Никаких следов пребывания в доме этой сущности, кроме оставшейся видеозаписи, просто не было. Это видео было загружено на Facebook пользователем по имени Шон. На видео попадает авария, но не все так просто. Вы видите, как машина едет по трехполосной дороге ночью. Первые 40 секунд ничего необычного не происходит, но все быстро принимает жуткий оборот. Заметили ли вы что-нибудь необычное? Впереди мы видим столкновение фуры с другим автомобилем. Фуру заносит вправо, в результате чего она перекрывает собой всю дорогу. Посмотрите внимательно на середину трассы в момент аварии. Какой-то силуэт появляется словно из ниоткуда, и кажется, эта фигура смотрит на столкновение машин. Если смотреть это видео в замедленной съемке, то кажется, что силуэт появляется из воздуха. Само видео заканчивается, когда автомобиль с видеорегистратором останавливается перед аварией. Сами зрители были очень удивлены тем, что попало на видео, и крайне озадачены. До момента столкновения людей на дороге не было. Видео само по себе страшное из-за аварии, но еще страшнее не понимать, что это за фигура. Остается слишком много вопросов. Если это человек, и из-за него случилась авария, почему он просто стоит, не двигаясь с места? И как так произошло, что он появился из воздуха, и его никак не задела фура? И почему он просто продолжает смотреть на аварию, а не бежит с трассы, на которой быстро ездят машины? Ну а если это злая сущность, появившаяся из воздуха, то могла ли она стать причиной столкновения двух машин и в итоге просто наблюдать за тем, что произошло? Более того, как выяснилось позже, когда владелец машины с видеорегистратором остановился и вышел, он огляделся и не видел людей на дороге, как и водитель фуры перед аварией. Вопросов по поводу того, кто это был, много, а ответов нет. Наверное, вы уже не раз слышали о теневых людях или по-другому теневых фигурах. В интернете можно найти много видео и историй на эту тему, причем с разных концов Земли. Существуют даже текстовые записи, что такие сущности были замечены людьми на протяжении веков.
Но кто же они на самом деле? По одной из версий, это самые, что ни на есть настоящие демоны, которые питаются страхом и энергией людей. Другие уверены, что эти сущности не так опасны, как их описывают, а третьи и вовсе считают, что они безвредны. Существует даже некий слух, что одну и ту же теневую сущность видели разные люди в разных странах и в разные промежутки времени. Это существо описывали как черную сущность высокого роста с красными светящимися глазами и с чем-то на голове, напоминающее шляпу. Из-за этой особенности его так и прозвали «человек в шляпе». Во всех историях он в 80% случаев появляется на долю секунды, прямо перед тем, как человек почти заснул, и в основном его замечали краем глаза. Зачем я вам это рассказываю, спросите вы? Все очень просто. В следующем видео на камеру попало нечто слишком похожее по виду на этого самого человека в шляпе. Пользователь Reddit написал в описании, что эти отснятые кадры попали к нему от знакомого исследователя паранормального из Великобритании. Мужчина дал объяснение в самом ролике, что это видео было снято в гостиной. Сначала он заметил что-то странное, потом решил проверить запись камеры. И вот что там было. Фигура, выглядывающая из-за лампы, наклоняется и смотрит прямо в объектив камеры. У него яркие пугающие глаза. Это существо задержалось там на несколько мгновений, наклоняя голову в бок, а затем быстро исчезло из кадра. Видео пугает само по себе, но особенно, когда знаешь историю о том, что подобную сущность уже много раз замечали. Иногда люди утверждали, что он становится прозрачным на их глазах. Иногда был в черном плаще и шляпе, а некоторые просто видели полностью черный силуэт, похожий на человеческий. Его рост по описанию составляет от 2,5 до 3 метров, а глаза всегда ярко светятся. Очень похоже на фигуру в этом видео. После встречи с такой сущностью у людей всегда происходили ужасные происшествия, такие как аварии со смертельным исходом, попадание в больницу, необоснованные тяжелые нервные срывы. Одна из функций камер наблюдения – это снимать нужную человеку местность с целью обезопасить себя и своих близких от недоброжелателей. Но время от времени камеры фиксируют странные события, причем некоторые не всегда легко объяснимы. Такая ситуация произошла как раз с этим пользователем Reddit. Мужчина установил камеру на крыльце своего дома, чтобы в случае чего не упустить нежелательных посетителей. И вот что удалось снять. На видео мы видим улицу ночью. На первый взгляд все довольно тихо, но потом в кадр попадает кое-что странное. Появляется странный яркий свет, который быстро исчезает. Под конец этого видео эта вспышка снова появляется в другом месте, но уже почти исчезает из поля зрения. Мнений насчет того, что это могло быть, слишком много. В комментариях были версии о призраке, ангеле, и кто-то даже предположил, что это было нечто внеземного происхождения. На свет фонарика в темное время суток не похоже, как и на обычную ошибку камеры, потому что оно появляется 2 раза в разных областях. И, по словам хозяина дома, это свечение было замечено только в ту ночь. В последующие дни ничего подобного не было. Скорость, с которой движется этот свет, достаточно быстрая, как и скорость перемещения из одного края в другой. Посмотрите это видео еще раз и решайте сами, что это могло быть. На сегодня вот и все. Каждый решает сам, верить или нет. Я никого не убеждаю. До новых встреч!